Делаю себе заготовку на обед для мультиварки. Свинина, какие-то там обрезки с типа почеревины. Такие тут в Германии продаются огромные куски с ребрами свинины. Ну как огромные, там 2 с чем-то килограмма, допустим. Ну вот, и оттуда я обрезаю это мясо. Вот, и так вот прям в замороженном виде, где-то грамм может 170, режу. Ну как оно чуть-чуть оттаивает, чтобы резалось нормально, и кубиками так режу, солю, перчу, там хмели сунели какие-то там, этот гранулированный чеснок. Вот это второй раз в жизни буду есть батат. Вчера пробовал его первый раз, тушил тоже в мультиварке с семгой. Ну, там я его порезал кусками, просто не чистил никак. Ну, вот, потому что 15 минут и как бы, ну, приготовился отлично, потом эту шкурку просто рукой снял и все. А сейчас свинина будет 40 минут тушиться, я не знаю, боюсь его резать, чтобы он не развалился. Я знаю, что морковка точно будет форму свою держать и будет готова нормально. А вот батат, не знаю, я попробовал его поскребти, он как бы шкребется. Ну, думаю, окей. Вот, так что в таком виде прям положу сейчас вот эту вот корзинку для пароварки. И где-то часа через 2 оно начнет готовиться, как раз мясо оттает. В общем, а я за это время погуляю и вернусь, как раз будет обед готов. Мультиварка у меня вот такая вот Тефаль. Самая простая. Ну, в принципе, как бы пользуюсь ей, наверное, пару раз в день минимум. Поэтому, наверное, уже год она работает, и как бы замечаний никаких нет. Все отлично у нее. Вот так вот. Вышел сегодня гулять, не посмотрел на погоду. И прохладно что-то так. Я в легкой футболке, в шортах беговых. Как бы, блин, свежо, совсем свежо. Надеюсь, сейчас ускорю темп и немного согреюсь. Вроде и солнце светит, но почему-то холодно. Вчера дождь же был. Все-таки я немного намок тогда. Последние метров 30, наверное, меня прям конкретный ливень накрыл. Перед домом, я имею в виду 30 метров. И пришлось бежать. То есть я уже видел, что так начинает капать. Решил сделать пробежку. Метров 800 еще в конце 16-километрового участка пробежал. Так что, можно сказать, заминку сделал. Ладно, буду ускоряться, чтобы нагреться. Вот такие у нас приколы тут понаписаны. Слава Руссия. Или Россия. Короче, у меня такое опасение насчет дорожек этих моих полевых. Как бы они не размокли после вчерашнего ливня. Чтобы мне там грязь не пришлось месить в моих голубых кроссовочках. Что-то вроде иду быстро, но не сильно согрелся. Наверное, сейчас пробегусь пока асфальту, там он до кустиков немножко. Вот, пробежался уже повеселей. Посмотрел 13 градусов, и сегодня вообще там не обещают больше 19, что ли. Ну вот, поэтому прохладно, конечно. Но с другой стороны, мне тоже надо привыкать к прохладной погоде, потому что мало ли как будет. Я так вообще люблю, когда, ну, типа, достаточно тепло, но и не жарко. Но я когда похудал, стал более мерзнуть сильнее. Мерзляком стал, скажем так. Ну, видно, жировая прослойка сократилась, и, соответственно, терморегуляция какая-то стала другая. Я скинул вес, ну, как сказать, серьезно, не серьезно, не знаю. В общем, 20 килограмм. Так, если в общих числах брать, у меня обычно там было под 87 зимой. Такой самый максимум был, по-моему, даже 92 когда-то. Вот, а похудал я до 70. Сейчас чуть назад набрал. Вот сегодня у меня 74 300, по-моему. Ну, то есть я так после последней поездки приехал. Это сколько там? Пару недель назад, наверное. И было у меня 73. Ехал туда, было 75 с хвостиком. А вернулся, было 73 с хвостиком. То есть килограмма 1,5-2 где-то я за недельку
ходьбы усиленной там скинул. Ну и питание что же такое непонятное. Вот. А сейчас хоть и хожу каждый день, ну так в еде себя стараюсь не ограничивать. Я и так, в принципе, не обидаюсь. Ну, иной раз там что-то сладким злоупотребляю, мучным. В последнее время хочется, я лопаю его с молочком. Вот, так я даже чуть-чуть, скажем так, поднабрал. Вот. И получается, как бы, ну не знаю, много это мало, 20 килограмм. Это я сбросил где-то года 2 назад, что около того. Ну, в общем, уже война когда была, и я жил один, соответственно, самодисциплиной, там каким-то придерживанием правильного питания, ну, условно правильного, я имею в виду, не сложно мне было не переедать, там как-то соблюдать график свой и так далее, с этим проблем не было. Сейчас, допустим, когда живу с семьей, то сложнее немножко это все дело идет. Блин, красиво уточки плавают. Что за утки, не знаю, чьи они. Наверное, какие-то хозяйские, потому как и там утята маленькие. Я не думаю, что это дикие. Да, я хз, блин. Что это за... Кстати, залил же эти 2 видоса свои, там, позавчерашний, вчерашний. И, короче, какие-то даже на них просмотры есть. Я не знаю, кто-то смотрит. Ну, ничего не пишут. Дизлайки сейчас не показывает YouTube, к сожалению. Но я думаю, там пару дизов влепили за болтологию мою. Вот, ну, не знаю. Ни лайков, ни комментариев, ничего нет. В общем, кто-то посмотрел молча, как говорится, и пошел дальше. Ну, интересно. В общем-то, я такой человек, блин, сам по себе закрытый. Имею кучу комплексов и прочей фигни, поэтому хотя бы таким путем буду бороться с этим. Пускай народ смотрит мои головные мюсли, слушает. Да, хорошее озерцо, или что это за водоем. Погнал я дальше. Сегодня сел с утра посмотреть палки для трекинга. Поискал на Kleinanzeigen. Но что-то там выбор есть, как бы, но непонятного производства палки там для меня. Я привык, что Naturhike все рекламируют. Ну, это такой дешевый китайский бренд, условно, для начинающих там. Ну, это, в принципе, серьезные туристы с ним ходят. Вот, и такого бренда здесь очень мало представлено, там буквально одна позиция. Вот, остальное все, то, что я не знаю, либо какой-то масс-маркет китайский, либо какие-то леки там немецкие, но я так понимаю, что довольно дорогие. При этом, ну, видно, устаревшие позиции. В общем, посмотрел. Надо, наверное, заказывать на Алике, скорее всего, либо здесь посмотрю, какой там зазор будет. На Амазоне точно есть Naturhike, но не дешевле будет с Алиэкспресса, не знаю. Но теперь выбор такой, что я уже там сильно за весом не гонюсь, ну, условно, там 250 грамм палка или 170 грамм палка. Для меня это, ну, новичка нулевого вообще как бы без разницы, я думаю. Это не те граммы, за которые мне сейчас стоит бороться и там переплачивать. Но вот такой момент. Есть 5-секционные, и они более компактные в сложном виде. Есть 3-секционные, условно, которые значительно больше по длине. Я вот теперь не знаю, мне так интуитивно хочется, конечно, взять те, которые там на 5 секций, 30 с чем-то сантиметров. Почему? Потому что не хочу я, чтобы... Ну, условно, я так себе это представляю. Какой-то небольшой рюкзак, который в максимальном своем наполнении мог бы помещаться в ручную кладь в самолет. Это было бы идеально, чтобы там у меня была спальная система, там кухня. Ну, то, что дозволено, конечно, к перелетам, я имею в виду кухня без газа, там, допустим. Вот, и те же палки, вот это все, там, палатка, тент, там, если все-таки я решу с тентом, ну, пока к палатке склоняюсь. Вот, поэтому хотелось бы так. И там торчащие 60-сантиметровые палки вообще никак в эту концепцию не вкладываются. Может, конечно, это нереально собрать в таком вот формате, как я озвучил только что, чтобы рюкзак небольшой в ручную кладь и все там было. Ну, по крайней мере, к этому надо стремиться. Ну, вот подумывая над тем, чтобы палки были 5-секционные. Я так понял, по цене, короче, до 50 евро или чуть выше, наверное, можно взять. Вот, это из того, что сегодня я успел
поискать. Но, в принципе, конечно, с этими прогулками, да, с тренировочной ходьбой работа моя основная стоит. Ну, вернее, как работать. То, что я там себе думал дома поделать перед этим путешествием. Там у меня была куча планов проинвентаризировать все свое барахло. В общем, я сейчас настроен на минимализм в вещах, там, во всяком таком. У меня вещей на самом деле очень много, и надо бы их все перебрать, там, частично отнести, выбросить в контейнер этот, который с вещами, там, может что-то раздать, там, объявление написать, а что-то, может быть, продать, попробовать. Но это нужно сесть как-то и серьезно этим заняться. И у меня с моим графиком дня, как бы, вот, с прогулками, там, со всей фигней не очень. Дядька топит на лежачем велике. Не знаю, видно, нет. Желтый такой с флажком. Путешественник какой-то. Здесь в Германии это очень популярная тема. Так, отвлекся, да. И вот с моим графиком дня как-то это все не очень вкладывается. Я банально не могу заставить себя сесть, прописать план. Ну, то есть там завтра с утра там с 10 до 12 занимаюсь тем-то, тем-то. Вот это вот сложно. То одно отвлечет, то другое. Как бы без этого вообще. Вот, то есть самодисциплина, да, говорю, у меня с ней все в порядке, нифига подобного. Ну, с какой-то в порядке, а с какой-то нет. То, что я себе привычки загнал, вроде там вставать в 5 утра, там 3 года уже, да, без проблем. Сегодня вообще вот будильник завтыкал включить, что-то он выключился, не знаю. И я уже автоматически сам в 5 утра проснулся, там зарядку сделать. Вот это все, что уже привычками закреплено, делается без проблем. Там есть в одно время, спать условно ложиться там приблизительно в одно время, с этим проблем нет. А вот такие какие-то вещи банальные, типа сесть и расписать план действий не в голове, так, а именно изложить на бумаге там или в телефоне и по времени разбить, что когда, и сделать это, вот с этим проблемки почему-то. Странно, казалось бы. Ну, в общем, надо над этим поработать. Вот такой вот видос сегодня. Жалуюсь, как говорится. Я по поводу комплексов говорил, что полно. Вот, например, озвучу один из них. Вот эти палки, допустим, что я хочу купить и ходить с ними тренироваться. Вот мне внутренне уже некомфортно. Почему? У меня какая-то в башке такая установка, что с палками ходят какие-то бабушки, там с этими скандинавскими или трекинговыми. Ну, это ж я уже знаю, что это разные палки, там, я не знаю, месяц, может. А до этого я вообще не знал, что за палки. Ну, типа, ходят с ними бабки и дедушки. И тренируются, типа там, или ноги уже болят, не держат их, вот они, короче, наматывают круги. А тут мне самому надо ходить. И вот я как представил, типа, вот я выхожу из дома с этими палками и пошел тюкать по асфальту. И вот мне, короче, внутренне все, типа, это какой-то зашквар, типа, что такое. Вот такого плана комплексов миллиард, а может даже больше. Поэтому палки куплю, буду пробовать изживать это все. Хотя, ну, казалось бы, да, где в Германии, тут вообще всем насрать, кто ты, что ты, с чем ты ходишь и зачем. Типа вообще люди только с пониманием, как говорится, ко всему. Но, блин, у меня вот все в голове есть пунктик, значит, он меня тревожит. Ну, буду бороться как-то. Вот сейчас уже озвучил кому-то, кто-то посмотрит, значит, уже я себя немножечко преодолел, скажем так. Я смотрю, у меня слова-паразиты новые появляются, скажем так, условно. Это вообще вот интересно, сколько я в сегодняшнем видео сказал раз условно. Надо будет пересмотреть. Мне кажется, раз 20 уже точно. Эх, е-мое. Ну, публично не привык высказываться. Недавно слышал, умный человек один сказал, человек разговаривает, ну, вернее, по его речи можно понять, что у него с мозгами. Если он, как бы, все мы мыслим словами, типа, и если он не способен выразить, как бы, внятно, логично построенными фразами там свою мысль, то, скорее всего, у него такой же и в голове там мишунг. Ну, мишунг это, короче, смесь. В общем, и в голове у него черти шо. Ну, то есть там мысль за мысль опять. Ну, как у меня, короче, приблизительно. Слова опережают мысли, и наоборот, там я где-то пытаюсь что-то сказать, вставляю туда другие какие-то приколы. В общем, приблизительно, чтобы вы понимали, как устроено мое мышление. Ну, вот смотрите. Тупо поля, да? Ну, понятно, какие-то фермерские, там они без особого ограждения, где-то есть вот такие вот моменты. Ну, там речушка, по-моему, какая-то течет, поэтому
оградили, скорее всего. А так-то, ну, вон дорога, вот поле, вон там еще поля под паром. И вот эти, блин, гуси. Ну, сколько их там, посмотрите. То есть их явно сюда никто не выгоняет. Ну, мне так кажется, потому что я смутно представляю, что кто-то там с утра вышел, откуда он вышел. Тут везде как бы нет, ну, никакого вообще, в ближайшем даже периметре нету никакого загона для их содержания. Ну, либо я его не вижу. И вот они, эти гуси. Блин, походу они дикие. Я в шоке. Их бы съели уже давно, мне кажется, в другой стране. Я бы сам бы их съел. Ну, не всех, конечно, на парочку. Как-то так. Так и живем. Так, я пришел с прогулки, и обед мой приготовился. Я уже съел салатик из свеклы красной. Ну вот получился такой батат. Не знаю, очищается легко. И, в общем-то, консистенция, конечно, мягковатая. Ну, что поделать.